«Дыхание мертвых султанов», что на самом деле преследовало актеров на съемках сериала «Великолепный век». Многие считают, что успех этого проекта – это лишь талант и огромные деньги. Но те, кто работал за кулисами, знают. Сериал «Великолепный век» с самого первого дня был окружен чем-то потусторонним. Когда вы строите декорации, которые до мельчайших подробностей копируют покои, где веками совершались убийства и заговоры, вы рискуете разбудить тени прошлого. И эти тени пришли за каждым, кто прикоснулся к этой истории. Тень Махидевран. Реальная трагедия Нур-Фетахоглу. Если вы думали, что слезы Махидевран Султан в кадре были лишь талантом актрисы, то вы глубоко ошибаетесь. Для Нур-Фетахоглу съемки в сериале «Великолепный век» превратились в личный ад, который она не сможет забыть никогда. Мало кто знает, но во время работы над самыми тяжелыми сценами Нур была беременна. Казалось бы, это должно было быть самым счастливым временем в ее жизни, но стоило ей переступить порог съемочного павильона, как реальность начинала искажаться. Актриса не раз признавалась близким, что декорации гарема буквально давили на нее. Стоило ей зайти в кадр, как наваливалась необъяснимая слабость, ледяной холод и удушающая тревога. Она словно физически ощущала на себе всю ту боль и зависть, которой были пропитаны стены вымышленного дворца Топкапы. Энергетика проклятого проекта оказалась слишком тяжелой для будущей матери. Нур становилось плохо прямо во время дублей, ее преследовали панические атаки, и в конечном итоге произошла катастрофа, которая навсегда оставит шрам на сердце актрисы. Прямо в разгар съемочного процесса у Нур случился выкидыш. Она потеряла ребенка. В актерской среде шептались: гарем забрал свою жертву, словно мистическая судьба ее героини, вечно страдающей и теряющей все Махидевран, переплелась с реальной жизнью Нур. Истинный кошмар Мерьем Узерли. Вся пресса писала, что Мерьем Узерли ушла из проекта, потому что она очень устала. Но близкие друзья актрисы знали, Мерьем была на грани безумия. На съемочной площадке сериала «Великолепный век» актриса начала слышать шепоты, когда оставалась в гримерке одна. Это не были просто звуки. Это были обрывки фраз на османском языке, которые она тогда еще плохо понимала. Однажды Мерьем призналась, что во время ночных съемок в павильоне она увидела в зеркале не свое отражение, а силуэт женщины в тяжелом платье, которая стояла прямо за ее спиной. Когда актриса обернулась, комната была пуста. Именно это чувство постоянного присутствия выпило из нее все силы. Мерьем не просто уехала, она бежала от Хюррем, которая начала буквально забирать ее тело и разум. Тень Ибрагима. Почему Окан Елабык таял на глазах? Если Мерьем Узерли боролась с голосами, то Окан Елабык столкнулся с настоящим физическим истощением, которое врачи называли загадкой. На съемках сериала «Великолепный век» исполнитель роли Ибрагима Паши болел чаще всех. Остальных – постоянные простуды, внезапные приступы слабости и лихорадка преследовали его именно в те недели, когда снимались сцены его падения и казни. Актеры шептались, что Окан слишком глубоко впустил в себя дух великого визиря. Говорили, что в моменты отдыха он мог часами сидеть в темноте павильона, уставившись в одну точку, словно ведя безмолвный диалог с кем-то невидимым. Его бледность в последних сериях не была гримом, это был результат ночных кошмаров, которые не давали актеру спать. Казалось, реальный Ибрагим, Паша, казненный в тишине ночи, не хотел, чтобы Окан выходил из этого мрачного образа. Сельма Эргеч
и холод Хатиджа. Не менее странные вещи происходили и с Сельмой Эргеч. Роль Хатидже Султан в сериале «Великолепный век» стала для нее настоящим испытанием на прочность. Актриса, известная своим спокойным и рациональным характером, на площадке начала меняться. Сельма признавалась коллегам, что в покоях Хатиджи она постоянно чувствовала ледяной холод, даже когда вокруг стояли мощные осветительные приборы, нагревавшие воздух. В самые эмоциональные моменты съемок, когда ее героиня оплакивала свою любовь, в павильоне сериала «Великолепный век» сами собой захлопывались тяжелые двери и гасли свечи. Гримеры замечали, что руки актрисы всегда были ледяными, словно она действительно соприкасалась с миром теней. Многие верили, что Сельма стала проводником для скорби настоящей принцессы Османов, которая, возможно, до сих пор не обрела покой. Халид Аргенч и гнев падишаха. Великий исполнитель роли Сулеймана тоже не остался в стороне от мистики. На съемках сериала «Великолепный век» Халид Эргенч внезапно начал страдать от необъяснимых болей в спине и суставах, которые врачи не могли диагностировать. Сам актер в узком кругу делился пугающим наблюдением. Как только он надевал тяжелый кафтан султана, его охватывала неконтролируемая ярость и тоска, несвойственные ему в жизни. Казалось, что дух великого правителя был недоволен тем, как его показывают на экране. Халид признавался, что в павильонах, где воссоздавали гарем, температура могла упасть на 10 градусов за секунду, а собаки и охранники на студии наотрез отказывались заходить в некоторые залы, скуля и поджимая хвосты. Проклятие Золотого пути, болезни и травмы команды. Страдали не только главные звезды. Съемочная группа сериала «Великолепный век» жила в постоянном страхе перед несчастными случаями. Каскадеры и актеры массовки получали серьезные повреждения на ровном месте там, где все было проверено десятки раз. Несколько актеров, игравших Шахзаде, одновременно свалились с одинаковыми симптомами лихорадки именно перед съемками сцен их казни. Люди на площадке начали шептаться. Тени Шахзаде не хотят, чтобы их смерть переигрывали снова. Атмосфера была настолько тяжелой, что многие технические работники увольнялись, теряя огромные зарплаты, лишь бы больше не возвращаться в эти проклятые декорации. Гнев мертвых. Почему техника отказывала в ключевые моменты? Общим кошмаром для всей группы сериала «Великолепный век» стали поломки техники в моменты съемок мистических или трагических сцен. Операторы рассказывали, что на самых дорогих камерах внезапно бились файлы именно с кадрами похорон или казней. Словно невидимая рука стирала историю, не желая, чтобы современный мир видел страдания тех, кто жил 500 лет назад. Почему Стамбул мстит? Психологи скажут, это самовнушение. Но те, кто провел сотни часов на площадке сериала «Великолепный век», уверены, они открыли портал в темное прошлое Османской империи. Играя в любовь и смерть на месте древних трагедий, актеры стали живыми проводниками для тех, кто давно ушел, но не хочет быть забытым.